Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале GuardUA. Перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в катку, я хочу напомнить, ребята, до конца розыгрыша наушников FOFI на Playgame HX осталось всего лишь 2 недели. Поэтому, ребят, кто не в курсе, заходим в мой телеграм-канал, в закрепленном сообщении вся информация есть. Поэтому, ребят, что в описании под видео есть мой телеграм-канал, что в закрепленном сообщении. Также я еще несколько раз о нем упомяну, но это, соответственно, уже попозже. Что конкретно я вижу в этой катке? Вот что я конкретно хочу в этой катке? На самом деле, я не знаю, что я хочу в этой катке, поэтому что? Что? А не знаю. Ну, не знаю, вот серьезно. Давайте вот просто посмотрим, что будет приходить, потому что тут легендарки вкусные, реликвии тоже вкусные, а вот что конкретно у меня будет, неизвестно. Есть Свенчик, есть Спектра, есть Темпларка, есть Импреска. Короче, много легендарок, которые я считаю фаворитными, поэтому, ну, кроме Спектра. Спектра это чисто комплект к Свену идет, но не отдельная фигура, как Спектра, потому что Спектра это супер юзлес персонаж, это конкретно мое мнение, сразу говорю. Это супер юзлес персонаж. Вот. Тяжелый выбор. Взять талисманчик. Я думаю взять. Или взять... Ну ладно, возьму вот эту хрень. Возьму палочку Гарри Поттера. Я ее все равно скипну попозже. Так, можно, в принципе, на лустрике попробовать здесь катануть. Можно так сделать. Да, да. Можно сейчас продать... Абадончика может взять. Или не взять абадончика. Не, ну, смотрите. Медальон мне сейчас несколько раз как бы уже предложили взять. Поэтому что? Правильно, мы его возьмем. Знаете почему? Потому что это, скорее всего, небольшая, но судьба. Намек на судьбу. То, что здесь будет, скорее всего, в катке жрецы. Поэтому что? Правильно, я медальончик возьму. И палочка Гарри Поттера пусть у меня пока что будет, я ее потом все равно переделаю. Ну, в зависимости, естественно, от ситуации. И вот, ребята, что я хочу сказать, это то, что не скипайте талисманчик от жрецов. Не скипайте. Это вам сохранит винстрик, игру. То есть просто не скипайте. Просто поверьте мне на слово. Не скипайте, иначе пожалеете. Пожалеете люто. Так, мана плюс 50 мы берем, естественно. Почему нет? У меня сейчас как раз магический проказ, поэтому нужно брать. Нужно по любасику брать. Берем, берем и еще раз берем. Вот. Почему я не люблю Спектру? У нее способность максимально криво работает. Объясняю. Если у вас... Там уже чел Мирану 2 звезды нашел. Ну, нормально. Нормалек. Зачетно. Неплохо. На самом деле найти Мирану со старта, если ты поставишь охотников, то это довольно-таки отличный персонаж будет для старта. Очень шикарный персонаж. Вот как у вот чувака Мехи здесь есть. Хорошенькие. Ну да, тут у него стоп посерьезнее будет. Можно, в принципе, стать на лустрик, выйти в максимально хорошую экономику. Желательно, чтобы до 10 раунда у меня уже почти приблизительно 50 монет было. И поиграть через лустрик. ЦМочка пришла. Охотники вроде бы как пришли. Уровень, наверное, я брать не буду. Наверное, выйду все-таки реально в максимальную экономику пока что. Мог бы сейчас распродать половину своего стола и выйти в 10 монет ранних. Ну, посмотрим. Так, я вижу уже богов. А это означает что скорее всего, там будут все-таки жрецы. Поэтому не зря я талисманчик не скипал. Поэтому, ребят, вернемся к Спектре. Почему я не люблю Спектру? Если у вас все герои будут находиться возле края стола, либо же все кучно, а Спектра в это время заюзает свои способности, то все иллюзии Спектры не пропадут. Ну, не все, а половина. И если еще такой момент я заметил, если во время каста Спектра умирает, то есть она кастует и духи начинают лететь, во время каста Спектра умирает, то, соответственно, иллюзии ее пропадают. С чем связано? Неизвестно. Что разработчики курили? Тоже мне неизвестно. Как бы... Они и так сидят в шапочке из фольги. Ну, окей. 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 Эх, как назло, у меня нету еще одного жреца. Я бы уже давным-давно выставился бы в жрецов и все, не парился бы. Но нет, мне приходится страдать, поэтому будем страдать. Будем страдать. Кстати, ребят, я хочу ответить на один комментарий. Я думаю, многие часто задаются вопросом, типа, на каком ранге я играю, все такое. Ребят, я все катки записываю вот с начала сезона. Только начался новый сезон, я сразу записываю катки. И, соответственно, если вы видите, что у меня там ранг, допустим, король 1, либо же король 2 в катке в конце. То есть, если вы это видите информацию, то знайте, у меня несколько каток подряд записано в один день. Потому что у меня нет хотел сказать, лишнего времени. Много свободного времени, к сожалению, у меня нет. Поэтому, ребят,
Я не могу записывать катки не наперед. Я мог бы сейчас магов поставить. Сейчас, секунду, надо подумать. Можно богов поставить пока что таким вот образом через ободончика. Или разочка ставить. Секунду, ребят. Секунду. Я продолжу свой монолог. Так, два чувака, вижу, на лустрике играют. Угу. Не очень. Вот. И я записываю несколько игр заранее. И все ранги, которые у меня показаны в катках, это ранги на тот момент, в начале, там, допустим, того же сезона. То есть, смотрите, сезон начался, и через неделю, если вы увидите, что у меня там ранг, допустим, король 1, то знайте, прошла неделя, и этот ролик недельной давности. То есть, когда у меня ранг король 1, то и у всех, по сути, средний ранг король 1. То есть, ну, вы должны это прекрасно понимать. Я думаю, тут всем все понятно. Короче, если что-то кому-то непонятно, опять напишите в комментарии. Я там распишу такой вот монолог, такую вот декларацию такую. Классно. А, ну там же чел на лустрике. Ну ладно. Я в любом случае пока что не могу адекватно играть на лустрике, поэтому пусть будет так. О, спасибо за жреца. Спасибо на 7-м раунде за жреца. Спасибо. Спасибо тебе, бог рандома. Спасибо. Мой сладенький ты. Просто лучший. Тварь. От любви до ненависти один шаг. И вот я вам его показываю, такой коротенький шажок. Ну, что за идея? Надо от 10-го раунда отталкиваться. В этой катке есть мамора, есть аптечка. Становимся на лустрик. А, к чему это я вообще сейчас сказал за ту информацию по поводу вот моего ранга в кат? И почему именно там иногда в такой разбросе. Просто иногда у меня есть куча хорошего контента, но он такой, знаете, показывается с лоу-ранга, либо что-то типа того, короче. Ну, как лоу-ранга. На момент начала сезона это нормальный, адекватный рейтинг. По сути, он у всех почти такой же. Вот. И поэтому, когда я катку выкладываю, не обращайте особого внимания на рейтинг. Потому что я выкладываю там, ну, недельной давности катку, либо тому подобное. То есть я просто записываю заранее, потому что у меня иногда есть дни, когда у меня тупо нет времени отснять свеженького контента какого-то такого, знаете, навалить движа. Поэтому вот. Я надеюсь, все меня прекрасно поняли, и я уже сам себя запутал. Слишком много лишней информации навалил. Чисто такой, знаете, кран открыл, и вот эта информация, и поток пошел. Боже, там такие столы, я не знаю, как я буду это вывозить сейчас. Реально не знаю. И, кстати, хочу еще напомнить информацию. Снова поток информации, снова поток воды. Ладно. Саня, все, тихо. Ты и так их всем надоел уже, все, хватит. В общем, небольшую информацию говорю. У меня есть один подписчик с ником Топне. Он мне скидывает свои каточки. Но вы тоже можете это делать. Реально можете. Вот реально. Не шучу. Просто на Google Диск скидывайте вашу каточку записанную с OBS, просто со звуком игры, без чатов, там чатовых баталий и тому подобное. Короче, давайте так. Просто, если у кого-то есть записанная каточка хорошая, без лишних звуков и тому подобное, то в телеграм-канал пишем в чат, и я, соответственно, с вами свяжусь, а вы мне кинете ссылочку на Google Диск, либо же напишите просто в чат канала, либо же просто на почту мне напишите ссылочку на Google Диск, я его скачаю, естественно, и, соответственно, откомментирую вашу каточку, неважно, какой у вас ранг. Если вы только начинающий игрок, то, соответственно, пишите об этом, что вы начинающий игрок, я разберу вашу каточку. В принципе, много кому заходит этот контент, чтобы я там разобрал ошибки, посмотрел чью-то каточку, как он играет, откомментировал. То есть многим, я так понимаю, этот контент заходит. Если что, то поправьте меня в комментариях, если это не так. Но я так понимаю, многим реально это заходит, когда я комментирую чью-то каточку, а не конкретно вот свою выкладываю. Поэтому, ребят, если же вам интересно и у вас есть какая-то добротная каточка, то, соответственно... Тварь. А неплохая мне так реликвия упала. И знаете что? Мы будем ее сейчас реализовывать. Я, короче, сейчас уберу баф людей. Он мне не нужен. Поэтому делать будем следующее. Мы сейчас выходим в 50 монет. Юзаем жезл Киры. Собираем, получается, себе богов.
Короче, маршрут перестроен. Все, я вот буду выживать любой ценой. Что это значит? Это значит следующее. Мы сейчас будем собирать такой вот билд. Боги, жрецы, Кириллина. Все, погнали. Погнали реализовывать. Я там вижу, уже есть 3 гнезда Маморы, и меня это как бы ни грамма не радует. Вообще ни грамма не радует. Это прям как-то... Даже как-то грустно. Очень грустно. Ну давай, там уже новый раунд начинается. Я хочу заюзать жезл Кира и, наверное, попробовать паролить немного. Будем сидеть пока что на лустрике, в любом случае... Да, в любом случае мы будем сидеть на лустрике, пока мы не соберем адекватный билд. Там 4 маморы. 4 маморы! Этот пока никого еще не обузит туда, окей. Пойдет. Мне аж интересно, что там будет за обуз маморы. Насколько жесткий. Я надеюсь, не совсем жесткий. Так. Пока что, я думаю, не буду... О, там 9 воинов уже собралось. Ну, в принципе, 9 воинов такое. Кстати, там не только я такой умный. Там тоже есть чувак, который хочет на жрецах поиграть. Знаете, в груди такое небольшое, но волнение есть. Небольшое. Кстати, чел с инстриком пришел. Минус 10 мне в табло зарядил. Оу май. Оу май. Ну давай уже новый раунд. У меня же руки чешутся нажать эту кнопочку. Давай, 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 давай. Ну. Есть. Все. Гримтачи берем. Пригодится. Вещь доктора возьмем. Тоже пригодится пока что. Хотя на самом деле, насколько сильно ко мне, ну, мне пригодится вещь доктор. Насколько сильно мне пригодится вещь доктор. И нужен ли он мне вообще? Марс мне по-любому нужен. Марс это имба. Это будет хорошая стенка для меня. Отлично, даже стенка, я бы сказал. Если упадет мне кольцо 4-го тира, хотя на самом деле мне это кольцо 4-го тира вообще не надо. Ну, короче, Марс имба, если его собрать в 3 звезды и сделать так, что он будет максимально крепкий. Тогда это будет лютая имба. Особенно если я соберу себе жрицу света в 3 звезды, которая будет массово хилить, то там вообще будет песня. Короче, для моего билда мне нужно будет Лина в 3 звезды. И я надеюсь, она ко мне придет рано. Я еще раз говорю, ко мне придет Лина рано. Ладно, ясно, понял, принял. Окей. Как я и говорил в своих роликах... роликов. Так, сделаю. Честно, мне хочется сейчас прям сейчас мне хочется закинуть яйцо в Лину. Чтоб в тупую ее апнуть. В общем, как я говорю в своих роликах, нужно щепотка нытья. Щепотка нытья, полный рот болтов, и все получится. Но, по крайней мере, я не знаю, получится ли у меня что-то хоть что-то здесь в этой катке, потому что, извините, у меня сколько хп? 34 хп уже. 34 хп и 5 банок. Как думаете, вот поставьте ролик на паузу и напишите в комменты, каковы шансы, что я зайду в топ-2. Вот так давайте, в топ-2. Потому что если ролик в любом случае выйдет, то это значит, что я в топ-3 зашел. Поэтому вот, ребята, давайте немножко усложню вам задачу. Напишите, зайду ли я в топ-2. Спасибо, Лина, на 15-м раунде в 2 звезды. Оума, это что-то... Это что-то... Это меня решили побаловать сегодня? Серьезно? Меня сегодня решили побаловать? Ну ладно. Раз побаловать, так побаловать решили. Продалось еще 2 нежить жрецов. Я их в любом случае под жезлом Киры сейчас не соберу адекватно, потому что они 3-го тира. А 3-го тира там у меня сейчас шанс вообще минимальный, поэтому... Ну, короче, кто вдруг не знает, как работает жезл Кира, то жезл Кира работает следующим образом. Он отнимает от вашего уровня 2 уровня на шанс выпадения фигур. Ну, я думаю, адекватно. То есть, вы ролите не как на 6-м уровне, вы ролите как на 4-м уровне. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, был бы у вас сейчас 4-й уровень и упал жезл Кира, то, соответственно, ролили как на 2-м. Но максимум это 5-й уровень, поэтому... Вот. Поэтому вот. Но я надеюсь, у меня получится сделать то, что я хочу. Даже если я зайду в топ-3, это хорошо. Потому что эта игра такова, что если ты зашел даже в топ-3, то значит это победа. Это победа. Так, спасибо. Так. А инчу мы сегодня пообузим хоть чуть-чуть. Ну, чуточку хотя бы. Ну, чуточку. Чуточек. Ну ладно, нет так нет.
Ты бы сразу так и сказал, но что ты начинаешь? Нет так нет. Я не против. Я потерплю. Пока что. Не обещаю, но я потерплю. Помните, мне там медальоны со старта падали? Это намек на то, что я буду играть, получается, на богах жрецах. Не кто-то, а я. Поэтому, ребят, Ванга. Только скажи, только не вынеси его, пожалуйста. Я уже вижу эти задатки, то, что ты хочешь его вынести. Давай не надо. Проигрываем. Проигрываем, говорю. Молодец, лагуну в одну цель, это я люблю. Это, как доктор прописал. Так, отлично, отлично. Как, ну, боже. Как... Тупорылый пинг, который я в тупую ненавижу. Вы меня дико извините, но я только что из-за пинга провтыкал одну лину. У меня сейчас 26 хп, я еще и лину провтыкал. Интересно, смогу ли хоть что-то сделать в этой игре? Потому что что-то пока пахнет, ну, не тем, чем надо. Вот чуть-чуть, знаете, кто чувствует этот запах? Пахнет чем-то несвежим, чем-то протухшим. А ну-ка, напишите в комментах, чем пахнет. Да. 15 хп. Пум-пурум-пум-пум. Либо я сейчас, наверное, полностью сролюсь. Хотя у меня еще есть время немного. У меня еще немножко времени да есть. О, Линочка, Линочка, это хорошо. Ладно, так апнем. Я не думал, что буду апать. У меня почти Марс 3 звезды. Может, тролля жреца продать? Пинг лютый. Как он меня бесит. Я прям вспоминаю стрим свой, в котором меня пинговало дичайше. Так, ладно, я в Гримтача как-то поболее верю. Гримтач это имба. Под Лину так тем более. Я не настолько сильно верю в тролля жреца, как верю в Лину и в Гримтача. Я еще и выиграл. Ладно. Ладно. Не, в принципе, даже если сейчас выиграл, то в принципе все хорошо. Единственный минус то, что по деньгам я проседаю. Но хотя бы сейчас по хпшке не особо просел. Это единственный плюс, кстати. Кстати, это единственный плюс. Так, пока что мы тролль жреца брать не будем. Пока что. Сюда. Сюда моя лучшая инвестиция. Сюда просто мои денежки. Денежки плывут ко мне рекой. Понял, принял. Так, ну в принципе ролиться пока что мы не будем. В принципе 20-й раунд я должен спокойно забрать. Единственное, что кого мне... Ну, в принципе, окей. Так, тут какой-то непонятный билд. Террорблейд 2 звезды, охотники, немножко рыцарей. Что-то, короче, не на непонятном. А ну-ка, лагунку заряди. Приятно. Такая лагуна, она очень приятная. Грангеральда я пока что продавать не буду. Мне он пригодится. Да не лагай, ты не в такие моменты фризуй, молю тебя. Идиот. Какой я рак. Какой я рак. Ну вы видели? Вы видели, что вот это вот тело сотворило только что? Вы это видели? Не, ну вы видели? Опа, Мамора. Мамора это хорошо, поэтому Мамору мы закинем. А что мы закинем? Марса. Ладно, я так понимаю, нужно выйти из инкама сейчас. Так, 2 ничьи. Так, у меня есть 50 секунд времени. Времени с головой. Отлично, Лина ко мне пришла, яичко юзаем. И одно яйцо я оставлю все-таки на жрицу. Так,
отлично. А в кого? Что ж мы в Мамора засунем? А что по друидам? Так, отлично. У меня есть 3-го уровня сейчас Гримтач. И друид пришел. И напоследок такой: добрый вечер. Друида заказывали? Друид пришел. Я не знаю, что закинуть Мамору. Пусть пока стоит. В любом случае, пусть пока стоит. Правильно? Придет мне какой-то жрец, то, соответственно, я лучше жреца запихну туда. Правильно? Правильно. У меня есть Лина в 3 звезды. Я, в принципе, уже могу выставить свой билд. Но пока что... Оу, май, 8000 урона. Сюда, винстрик. Сюда, мой винстрик, дорогой. Вкусно. Вкусно покушал. Ням-ням. Спасибо. Так, ну что. Выходим в денежки и... Хотя не, надо паролиться. Кого запихнуть? Мне нужен жрец. Не ты. О, сюда. Все. Все, мы его засовываем вот сюда. И дальше мы делаем следующее. Кайфуем. Все, у меня сейчас пиковый стол. На текущей стадии у меня стол пиковый. Теперь мне, в принципе, можно сидеть в деньгах. Я думаю, попробую тролльнуть шмотку какую-то. Сейчас посмотрим, что мне там еще предложат. А потом уже, в принципе, и шмотку рольнуть. Все, Лина пошла в разнос. Какие предметы мне нужны для Лины? Во-первых, я буду делать ее мейновым керри. О, 2 винстрика подряд. Сюда, сюда, мои дорогие. Моя хорошая инвестиция. Боже, ребята, вы думали, я не выживу? А я выжил. А я выжил еще и пришел, и вам сейчас на лицо присяду. Не переживайте. Не переживайте. Все будет хорошо. Я вами займусь. Не переживайте. Сейчас на самом деле кто-то вытащит. Оу. Муэрто 3 звезды. Но я тебе скажу так, дорогой. У меня есть жрица в 3 звезды. Раз. И если ты не найдешь жетончик, то у тебя будет все плохо. Сейчас будет весело, короче. Вот это сейчас контента навалю. Так, Z. 9 уровень, 69 монет, 39 хп. Как же она наваливает. Если бы она ко мне пришла намного раньше, было бы замечательно. Ну, это я сам... Хотя, какая разница? Итог как итог. Ну, на самом деле, мне могло сейчас так не фартануть. Мне бы не пришла Лина. Могло так не фартануть. Но, спасибо, хотя бы на 20 плюс раунде пришла. Помню, когда чел, какой-то СК, так не помню какую. Я, по-моему, ее даже не записывал, потому что я вылетел жестко. Да, я там топ-8 вылетел, у меня там полное разочарование было. Короче, чел что-то к 15-му раунду выкатил Лину в 3 звезды, Гримтача в 3 звезды и Жрицу Света в 3 звезды. Не знаю, каким он образом и кому он там молился, но он это выкатил. Он это выкатил, и у меня чуть ли глаза на лоб не вылезли от такого. Тоже под жезлом Кира все было, но как он это сделал, вообще непонятно. Можно было бы поставить сейчас фуловых богов. Мне вот интересны эмоции моих противников, когда они видят, что лагуна прилетает по всем. Чисто 11 тысяч урона. 11. Ладно. Пришло время поговорить о том, какие предметы мне необходимы. Гиперстон неплохо зайдет. Но самые must-have шмотки это посох 3-го тира, бусы 3-го тира. Можно гиперстон, но самые must-have это вот эти вот 2 первые. То есть посох 3-го тира и бусы. Вот эти вот 2 предмета это самые кровь из носа необходимые предметы для меня. Все остальные предметы вторичные и не особо важные. Вот. Ну, в принципе, все. А дальше уже по накатанной. Где-то мне нужно будет БКБ, где-то мне нужно будет криты, где-то мне нужно будет МКБ, где-то мне нужно будет маска 5-го тира. И вы все дальше сами прекрасно знаете. Поэтому... Оу. Инсектоид. Я надеюсь, ты ко мне не придешь и на лицо не присядешь жестко. Но я вообще надеюсь, что ты вылетишь к тому моменту. Вообще мне надо еще жрецов поставить будет. Поэтому мне нужно будет брать уровень потихонечку, уже выставлять жрецов фуловых. Молнии, кстати, мне нужны будут. Молнии помогут мне защищать столы вражеские. То есть Мьёльнир 5-го тира, либо же Майлшторм.
Чисто как под заказ. Чисто как под заказ. То, что доктор прописал. Надо бусы 3-го тира найти, как по мне. Магов нет. Но магов я не вижу, кстати. Я вижу только здесь есть физический урон. Но там есть Муэрта в 3 звезды, который будет тоже магический. Не знаю. Можно, в принципе, как-то так сделать. Чтобы когда зимние объятия сработали, у меня сразу жрица зафармила ману. Пум-пум-пум. Знаете, когда ко мне придет инсектоид, тогда будет все понятно, вылечу ли я из игры или не вылечу из игры. Тут столы довольно-таки серьезные у моих противников. Так, опа, лагуна. Лагуну, 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 лагуну! Мне нужен БКБ, либо мифриловый доспех. Лучше мифрил. Бей, бей, Лина, 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 разочек, Лина. Зато рапира, кстати, упала. Давайте рискнем. Я уже не первый раз обжигаюсь, если что, с рапирой. Не первый раз. И сегодня, как говорится, повторение — мать учения. Я ж не думаю, мне... Ну, не знаю, короче. Может, мне сейчас и табло снесут. Может быть. А может, не снесут. В любом случае, посмотрим. Отхила ник. Серьезно? Не, ну ты сейчас рофлишь. Антимаг 3 звезды. Ты рофлишь? 27 раунд. Антимаг 3 звезды. С таким-то столом. 2 Свен, антимаг 3 звезды. Ну да, да, понял. Понял, принял. Понял, принял. Ну, я надеюсь, я тебя сейчас накажу. Готовь. Готовь, бриноги, я в дороге. Бриноги, я в дороге. Сейчас приеду, и тебе будут ханарики. Так, Лина пошла в разнос. Хорошо, Лина молодец. 15 тысяч урона с одной лагуны, пол стола снесла. Хорош. Это нам надо. Нужен срочный уровень. Срочно нужен уровень уходить. И мне срочно нужен жрец. Срочно. Жрецов нету? Все. Прочай жетончик. Бусы. Отлично, бусы есть. И мифриловый доспех там был. Но бусы мне сейчас важнее будут. Хотя на самом деле лучше, наверное, бы я взял мифриловый доспех. Смотрите. Если мне прилетит еще раз Дум, то я откисаю. Я отдаю, соответственно, свою рапиру. И все. И все. Интересно, а чья это рапира была? И почему она упала мне? Я как-то этот момент провтыкал, поэтому, ребята, если что, в комменты напишите, в какой момент я провтыкал, что мне пришла рапира. Я сейчас как-то так сделаю расстановку. Мне нужно защититься от этого антимага. Если он ко мне придет, то он мне взорвет. Но он мне ваншотнет. У меня шансов даже не будет, скорее всего. Хотя... Шмотки у него не ахти. Нет, 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 где Лина? Куда ты, Лина, кастуешь, тварюка? Да. Это было на тоненького. Это было капец как на тоненького. Будет тяжело играть. Жрец. Хорошо. Да, я сейчас буду брать одну фигуру под контроль всего лишь, но лучше пусть будет одна фигура. Хоть какая-то. Хоть немного, но времени она отвлечет. Хоть немного. Я думаю, инсектоида я разберу. Я, кстати, сейчас, если что, махнул местами Грангера для Лину, потому что только что Винга свапнула Лину, и Лина откисла. Хотя, ну, может быть, это и к лучшему, конечно. Хотя хрен его знает. Но то, что Лина только что кастанула не в Гримтача скилл, это было неприятно. Если бы она кастанула в Гримтача скилл, то я думаю, я бы его вынес. Ну, по крайней мере, бы не так сильно получил бы по лицу. Ну, нет.
нет, 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 отхил. Да, отхил, хорошо. Антимаг у него там в одну звезду, отлично. Давай, отхил, еще отхил, еще отхил. Души, души, души. Души всех. Покажи, кто здесь батя. Ты, правда, девушка, но все равно покажи здесь, кто здесь батя, Лина. Покажи. Покажи им, как надо. Как надо играть в такую игру. Как взрослые играют. Так. Как же меня бесит этот пинг, как же меня бесит эти фризы. В самый важный момент, тупо подфризануть, подлагнуть. Но на 20-м раунде, конечно, я немного так обкекался. Или на каком? На 25-м, по-моему. Или на 20-м. Не помню. Мэрта у него сильная, но не очень. У меня, думаю, Лина будет посильнее. В ней как минимум предметы мощнее. Надо посмотреть сейчас, какая у него будет расстановка. Если у него сейчас будет расстановка уникальная, как я люблю, как множество охотников ставят такую расстановку, то это будет замечательно. Так, свинок берем по-любому. Ну да, хорошо. Я сразу изнул кабанчика, потому что Мора все равно не переставляется. Все равно не переставляется. Так вот расстановку. Да не лагай ты, пожалуйста. Надо будет уровень взять. Броню перекинул пока что в Марса, хотя на самом деле против демона брони, ну, плевать на ту броню вообще. Очень опасный демон. Короче, если сейчас охотник будет мой любимый охотник, как я обожаю зачастую, как охотники делают свою расстановку, то смотрите. Если он сейчас поставил всех кучно, то моя Лина ваншотнет весь его стол. Абсолютно. А что ты за бред там сделал? Зачем ты элементалистов поставил? Свен 2 звезды. Не, Свен 2 звезды это жестко. Но зачем он элементалиста поставил? От этого я сейчас не понял. Чисто против охотника? А ну-ка напишите в комментариях, ошибка это или нет. Я думаю, это ошибка. Причем серьезная ошибка. Моё ж ты булочка, как я обожаю. Ребята, запомните раз и навсегда. Если вы играете на охотниках, никогда, слышите, никогда не делайте такую расстановку. Не делайте всех кучно, особенно когда против вас есть вот такой вот бог-жрец. Никогда. Слышите? Никогда. Запомните. Никогда. Потому что если приду я, ну не я, а кто-то другой, ну в данном случае я, то я вот так вот буду ваншотать весь ваш стол. И все. Мамора плохо растет, конечно, но на самом деле мне бы взять 10 уровень, чтобы я брал 3 фигуры под контроль. Было бы замечательно. Было бы прекрасно. Было бы просто шедеврально. Ну, посмотрим. Самое забавное... Ну, короче, для меня самое опасное это вот этот вот демон. Он может меня тупо ваншотнуть. И все. И все. А еще у него есть Дум. Тоже неприятно. Но самое неприятное это то, что у него есть антимаг 3 звезды, и у него есть Свен 2 звезды. Вот это вот жестко неприятно. Так. Это инсектоид. Окей, пошли. Давай. Пожалуйста, только живи. Пожалуйста, только живи. Хорошо, станчик от Никса такой. Нет лагуны, это хорошо, не ваншотну себя. Живи. Давай. Гаси, тварь. Гаси его. Молодец. Просто умничка, просто лучшая. Я думаю, многие сейчас меня поддержат в комментариях о том, что инсектоида нужно гасить. С санными тряпками нужно его гасить. Просто. Кто поддерживает меня? Вот кто меня поддерживает, то что инсектоида нужно гасить с санными тряпками? Кто? Пишем в комментарии. Блин, мне не хватит. На самом деле сейчас ситуация такова, что если... Рапиру нашел. А у кого-то рапиру... Он у меня рапиру свистнул. А как? Как он у меня рапиру свистнул?
О, нет. Сдохни. Да. Он вылетел. Еще один вылетел. Шикардос. Просто. Ну чё? Кайфанул с рапирой, да? А я не помню, почему у меня рапира светилась только что на линии. Он же у меня свистнул ее. Чуть не понял. Я что-то не понял в моменте. А, то я дурак. Все, забудьте, это я дурак. Короче, если что, это не баг отражения. Это не баг отображения. Я нажал переделать шмотки, и тогда рапира пропала. Если что, рапиру невозможно переделать в какой-либо другой предмет. Я уже, знаете, запаниковал и думал, каким образом он у меня забрал рапиру. Это, походу, он у кого-то еще выбил рапиру. Катка эпична. Серьезно, катка эпична. Я до конца не верил в то, что я смогу хоть как-то ее вытащить. У меня ситуация такая плохая была, что просто, ну, диву даешься. Старт, ну, такой. Ужасный, я бы сказал бы. Да не сказал бы, а просто ужасный. На 10-м раунде откис. На 20-м раунде мне не хватило времени как бы переделать все, еще и лину апнул. Боже, у меня тут, ну, у меня были тут тупые ошибки. Во-первых, пинг повлиял. Во-вторых, я слишком поздно начал ролиться на 20-м раунде. Ребят, не спешите так. Если вы решите ролиться на мобах, да, чтобы дополнительно у вас было много времени, то рольтесь. Рольтесь заранее. Я вот в конце поролился, не учел то, что у меня пинг высокий. И вот 300 миллисекунд пинга, это прям, ну, серьезно. То есть вы кликаете, допустим, обновить пул, он через секунду срабатывает. И, соответственно, через секунду вы выставляете какую-то фигуру. Это жестко. Это очень жестко. Поэтому, ребят, если вы решили уже паролиться, и у вас высокий пинг, делайте это сразу. Делайте это сразу, как бы на потом не отставляйте и все такое. Да что ж такое? Фух. Перенервничал, и задышка появился. В общем, катка классная. Я не ожидал такой скот, я думал, я отлечу хотя бы в топ-3, ну, как минимум. Хотя нет, в топ-2. В топ-2, потому что вот это вот топ-3 я выносил спокойно. Он еще сделал так всех кучно, ну прям такая булочка, ну молодец просто. Лайк. Лайк таким людям. Обожаю таких охотников. Молодец. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментарии. И, ребят, не забываем ставить свои лайки, потому что катка реально добротная, с неожиданным концом. Я реально... короче, все. Без воды. Погнали. Без болтов мы сегодня. Хотя, на самом деле, я думал, пачку болтов я точно получу. Всем спасибо за просмотр. Кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подпишитесь на него. И также подпишитесь на мой Telegram-канал. Telegram-канал, если что, закреплен в описании под видео, а также есть в закрепленном сообщении. Еще на экране у вас появится QR-код. Всем удачи!